Привет! Хорошо, что заглянули. Сегодня подробно расскажу, как связать эту шикарную модель берета из ассортимента ажурного магазинчика. Готовый беретик можно купить на ярмарке мастеров. Ссылка в описании к видео. Или свяжите сами, если у вас есть подходящая пряжа, то к концу этого урока у вас будет новенький беретик. Красивейший узор вяжется совсем несложно и всего 26 рядов. А видео подойдет даже начинающим рукодельницам. Узором, который я показываю на мастер-классе, я вязала береты из разной пряжи. Например, на мастер-классе я использую пихорку конопляную. Это тоненькая пряжа, и на мастер-классе я ее вяжу крючком номер 2. Вам такой крючок рекомендую использовать только если вы хотите получить берет большого размера. Мой берет после того, как был связан, я окунула в кипяток, и он прилично уменьшился в размерах. Вяжите тонкую пряжу крючком 1,5, максимум 1,75, чтобы не макать потом свой берет в кипяток и не играть в лотерею. Эти береты связаны из более пухленькой пряжи. Это пряжа Veltus, детский хлопок. Я ее вязала крючком 1,5. Два берета связаны из пихорки жемчужной. Берет большего размера связан крючком 1,75. Берет меньшего размера связан крючком 1,5. Нижний берет 58-59 сантиметров. И на размер 60 тоже будет неплохо. Этот размер 56-57 сантиметров. Все береты связаны одним узором. Отличаются они лишь только количеством провязанных последних рядов после уголка. Вам ничего не помешает связать любое количество рядов, которое вы сочтете нужным для своего берета. Мой берет 27,5 сантиметров. До того, как я его макнула в кипяток, он был 29-30. Вот настолько можно посадить натуральную пряжу. Если у вас получится нечаянно берет большого размера, не спешите его распускать. Все-таки вы потратили на это немалое количество времени, и можно его попробовать уменьшить за счет горячей воды. Ну вот вы видите, да, насколько тонкий и легкий этот берет из конопляной пряжи. И вот я подержу в руках и покажу вам разницу, что можно получить. Конечно, этот берет связан очень плотненько, и берет, скорее всего, подойдет на прохладное лето и весну. Пихорка жемчужная тоньше, чем детский хлопок, и тоже связана крючком номер 1,5, чтобы получился берет небольшого объема. Если вы хотите берет большого объема, можно смело брать крючок 1,75. Крючок номер 2 никому не советую. Берите клубки красивого цвета, приступаем к вязанию. Делаем начальную петлю. Одну петлю подъема. Заворачиваем хвостик нити за крючок. Между рабочей ниточкой и крючком находится теперь хвостик. И делаю одну петлю подъема. Начинаю обвязывать первую петлю столбиками без накида вместе с хвостиком, который завела и закрепила первой петлей подъема. Первый столбик, второй, третий, четвертый. Обычно, когда дохожу до узелка, который на первой петельке, подворачиваю снова хвостик нити и вяжу следующие столбики. Пятый, шестой, седьмой, восьмой. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Захожу под верхние полупетли первого столбика в ряду, провязываю соединительный столбик. У нас с вами получилось маленькое аккуратное колечко с 8 столбиками без накида и уже с припрятанным хвостиком. В принципе,
Его можно уже обрезать и продолжать наше вязание. 3 воздушных петли подъема заменят нам первый столбик с одним накидом во втором ряду. Накид, и в эту же петлю основания провязываем столбик с одним накидом. 2 воздушных петли, накид, в следующий столбик колечко провязываем 2 столбика с одним накидом. Первый столбик, второй, 2 воздушных петли и снова 2 столбика с одним накидом в следующий столбик на колечке. 2 воздушных петли. Довязываем до конца ряда по 2 столбика с одним накидом в каждый столбик колечко. Заканчиваем второй ряд в начале последней арки. Не делая воздушную петлю, беру накид на крючок, завожу верхнюю воздушную петлю в начале ряда и провязываю все петли с крючка. У нас должна получиться арочка, примерно равная всем аркам в этом ряду. Вяжем третий ряд. 3 воздушных петли заменяют нам первый столбик с одним накидом в следующем ряду. 3 воздушных петли вяжу для пико. В третью петлю от крючка провязываю соединительный столбик, формируя маленькое пико. И в эту же арку провязываю следующий столбик с одним накидом. 3 воздушных петли и провязываю такой же узор на следующей арке нижнего ряда. Столбик с накидом, 3 воздушных петли, соединительный столбик в первую петельку воздушной цепочки и в эту же арку второй столбик с одним накидом. 3 воздушных петли, перехожу на вязание такого же узора на арке, следующей по второму ряду. Довязываем так до конца третьего ряда. Заканчиваем третий ряд в начале последней арки. Не делая никакой воздушной петельки, берем накид, заводим крючок в третью петельку и провязываем столбик с одним накидом. Делаем 3 воздушных петельки, заменяющих нам первый столбик с одним накидом в 4 ряду. Провязываем практически такой же узор, только по сторонам от пико у нас будет не по одному столбику с накидом, а по 2 столбика с накидом. Столбик с накидом, 3 воздушных петли для пико, в третью провязываем соединительный столбик, формируем пико и в эту же арку провязываем еще 2 столбика с одним накидом. 3 воздушных петли и в следующую арку провязываем такой же узор. Первый столбик с накидом, второй столбик с накидом, 3 воздушных петли для пико, соединительный столбик в первую воздушную петельку, третий столбик с накидом, четвертый столбик с накидом, 3 воздушных петли и переходим на вязание такого же узора на следующей арке. Так довязываем до конца 4 ряда. Заканчиваю 4 ряд в начале последней арки. Беру накид и провязываю столбик с одним накидом в третью воздушную петлю цепочки в начале ряда. Делаю петельку подъема и столбик без накида, 2 воздушных петли и в эту же арку провязываю 2 столбика без накида. До следующей арки перехожу воздушными петлями. 1, 2, 3, 4, 5.
6. 2 столбика без накида, 2 воздушных петли и в эту же арку еще 2 столбика без накида. 6 воздушных петель, 4, 5, 6. Повторяю все то же самое на следующей арке. 2 столбика, 2 воздушных петли, 2 столбика. Повторяем так до конца 5-го ряда. Последнюю арку 5-го ряда заканчиваю следующим образом. 1 воздушная петля и столбик с 2 накидами в первую петельку подъема в этом ряду. Провязала первый накид, второй накид и последние 2 петли с крючка. Прячу соединение в столбик без накида. 1 воздушная петля и еще 1 столбик без накида в эту же арку. Вот так мы перешли на вязание 6-го ряда. 1 воздушная петля и на арочку из 2 воздушных петель вяжем ракушку из 7 столбиков с 1 накидом. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой. 1 воздушная петелька, столбик без накида на арку из 6 воздушных петель, 1 воздушная петля, второй столбик без накида на арку из 6 воздушных петель, 1 воздушная петля и следующие 7 столбиков с 1 накидом на маленькую арку из 2 воздушных петель предыдущего ряда. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1 воздушная петля, столбик без накида, 1 воздушная петля, второй столбик без накида, 1 воздушная петля. Переходим к вязанию следующей ракушки из 7 столбиков с 1 накидом. Встречаемся в конце 6-го ряда. Заканчиваю 6-й ряд следующим образом. Воздушная петля после провязанной последней ракушки и соединительный столбик под верхние полупетли первого столбика без накида в этом ряду. Еще одним соединительным столбиком продвигаюсь в серединку первой арки 6-го ряда. Завожу в центральную воздушную петельку крючок и провязываю соединительный столбик. 3 воздушных петли в начале ряда заменяют нам первый столбик с 1 накидом. Еще 1 воздушная петля для арки и столбик с 1 накидом в эту же арку из 1 воздушной петли на 6-м ряду. Столбик, арка, столбик. Теперь переходим на вязание столбиков с накидом на ракушку. Между каждым столбиком провязываем 1 воздушную петлю. Здесь 1 воздушную петлю не вяжем. Между галочкой и ракушкой воздушной петли нет. Столбик с накидом на первый столбик ракушки 1 воздушная петля. На следующий 1 воздушная петля. На третий столбик провязываем столбик с накидом, воздушная петля. 4-й воздушная петля. 5-й столбик с накидом, воздушная петля. 6-й столбик, воздушная петля. 7-й столбик, воздушную петлю не вяжем. Следующий столбик провязываем на арку из 1 воздушной петли. Первый столбик, воздушная петля и в эту же арку 2 столбик. Вот такие галочки мы провязываем на арке из 1 воздушной петли и по 1 столбику с накидом на столбике ракушки. Между каждым
по одной воздушной петельке. Между ракушкой и галочкой воздушной петли нет. Довязываем так до конца 7 ряда. Заканчиваем 7 ряд соединительным столбиком с 3 воздушной петлей начальной цепочки, которая заменяла нам первый столбик с накидом в 7 ряду. Соединительным столбиком продвигаюсь в серединку первой арки из одной воздушной цепочки. Снова 3 воздушных петли заменяют нам первый столбик с одним накидом. 1 воздушная петля для арки. В эту же арку провязываем 2 столбика с накидом. Теперь у нас галочка будет состоять из 4 столбиков с накидом. Последний мы провяжем, когда дойдем до конца ряда, и 1 воздушной петли. 1 воздушная петля. Между столбиков ракушки вяжем столбик без накида. 3 воздушных петли, столбик без накида между следующих столбиков нижнего ряда. 3 воздушных петли, столбик без накида. 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 Над столбиками первой ракушки мы провязали 5 арок по 3 воздушных петли. 1 воздушная петля. И на галочку 7 ряда вяжем галочку из 4 столбиков с одним накидом. Первый, второй, 1 воздушная петля, 3 столбик с накидом, 4 столбик с накидом, 1 воздушная петля, 1 столбик на ракушку, 3 воздушных петли и продолжаем вязать арочки над второй ракушкой. Над ракушкой арки по 3 воздушных петли, между ракушкой и галочкой по 1 воздушной петли, между столбиками галочки 1 воздушная петля. Продолжаем так до конца ряда. Заканчиваем 8 ряд следующим образом. Вяжем воздушную петлю после последней провязанной арки из 3 воздушных петель. И в первую арку в этом ряду провязываем еще 1 столбик с накидом. По счету в этой арочке он будет первым. И делаем соединительный столбик с 3 воздушной петлей цепочки в начале ряда, заменяющей нам 1 столбик с накидом. Продвигаемся соединительным столбиком в середину арки из 1 воздушной петли. И теперь следующие ряды мы будем заканчивать и переходить на вязание следующего точно так же. В 9 ряду вяжем точно такую же галочку из 4 столбиков с одним накидом. 3 воздушных петли, заменяющих столбик, и 1/4 для арки. В эту же арку провязываем так же, как в предыдущем ряду, 2 столбика с одним накидом. После этой галочки 2 воздушных петли и переходим на вязание арок из 3 воздушных петель для вязания узора ананас. Столбик без накида, 3 воздушных петли. Столбик без накида на следующую арку из 3 воздушных петель, 3 воздушных петли. Столбик без накида, 3 воздушных петли, столбик без накида, 3 воздушных петли и еще 1 столбик без накида. И у нас получилось в 9 ряду 4 арки из 3 воздушных петель. 2 воздушных петли и вяжем такую же галочку из 4 столбиков с одним накидом. Первый столбик, второй столбик, 1 воздушная петля, 3 столбик, 4 столбик, 2 воздушных петли и переходим на вязание арок из 3 воздушных петель
Над следующей ракушкой вяжем следующие 4 арочки. До галочки и после галочки арки из 2 воздушных петель. В узоре ананас в этом ряду 4 арки. Вяжем так до конца ряда. Заканчиваем 8 ряд так же, как предыдущий. После последней арки из 3 воздушных петель провязали 2 воздушных петли и в первую арку довязываем столбик с одним накидом, первый по счету. В третью воздушную петлю соединительный столбик и еще один в центр арочки. Узор ананаса у нас с вами с каждым рядом сужается, а вот узор галочек мы сейчас приступим разветвлять. И для этого провяжем большее количество столбиков с накидом и 2 арки из 1 воздушной петли. 3 воздушных петли заменят один из столбиков с накидом, 1 воздушная петля для арки. Еще 2 столбика с одним накидом и еще 1 арка из 1 воздушной петли. Сюда же провязываем еще 2 столбика с накидом. Первый, второй. Когда закончим ряд, довяжем в эту арочку еще 1 столбик с накидом и получится 3 пары столбиков, между ними по 1 воздушной петле. 2 воздушных петли и переходим к вязанию арок из 3 воздушных петель на узоре ананас. Столбик без накида на первую арку, 3 воздушных петли. Столбик без накида на вторую арку, 3 воздушных петли. Столбик без накида на третью арку, 3 воздушных петли и столбик без накида на четвертую арку. И у нас в 9 ряду получилось только 3 арки из 3 воздушных петель. 2 воздушных петли. Переходим на галочку. 2 столбика с одним накидом, 1 воздушная петля. Вторая пара столбиков с накидом, 1 воздушная петля. И третья пара столбиков с накидом, 2 воздушных петли. Переходим на вязание арочек на ананасе. 3 арки из 3 воздушных петель, 2 воздушных петли, 3 пары столбиков с накидом, между ними по 1 воздушной петле. Снова 2 воздушных петли и следующие арки по 3 воздушных петли. Заканчиваем так ряд до конца. Заканчиваем 9 ряд точно так же, как предыдущий. После арок из 3 воздушных петель провязали 2 воздушных петли и провязываем недостающий столбик с накидом в первую арку. Соединительный столбик с 3 воздушной петлей цепочки и соединительным столбиком продвигаемся в центр арки. Свяжем 2 галочки на арке предыдущего ряда. 3 воздушных петли для столбика с накидом, 1 воздушная петля для арки. В эту арку из 1 воздушной петли провязываем 2 столбика с одним накидом. 1 воздушная петля и в следующую арку из 1 воздушной петли вяжем следующую галочку. Первый столбик, второй столбик, 1 воздушная петля, третий столбик, четвертый столбик, 2 воздушных петли, вяжем 2 арки из 3 воздушных петель, столбик без накида на первую арку предыдущего ряда, 3 воздушных петли, столбик без накида на вторую арку предыдущего ряда, 3 воздушных петли и столбик без накида на третью арку предыдущего ряда, 2 воздушных петли. Вяжем дальше
2 галочки. 2 столбика с накидом, воздушная петля. 2 столбика с накидом, воздушная петля. Переходим к следующей галочке. 2 столбика с накидом, воздушная петля, 2 столбика с накидом, 2 воздушных петли. Переходим к аркам на узоре ананас. Довязываем так до конца ряда. Заканчиваем вязание ряда так же, как и предыдущий. 2 воздушных петли, недостающий столбик с накидом на первую арку предыдущего ряда, соединительный столбик с 3 воздушной петлей начальной цепочки, соединительный столбик в центр арки. 3 воздушных петли подъема для следующего столбика и 4 для арочки. Галочки у нас продолжают расходиться в стороны, а над ананасом нам сейчас остается провязать уже только одну арку из 3 воздушных петель. Вяжем первую галочку. Первый столбик с накидом, второй столбик с накидом, 1 воздушная петля. Между 2 галочек на арку из 1 воздушной петли провязываем 2 столбика с 1 накидом. 1 воздушная петля. Над галочкой предыдущего ряда вяжем точно такую же. 2 столбика с накидом, воздушная петля, 2 столбика с накидом, 2 воздушных петли, провязываем последнюю арку в узоре ананас, столбик без накида, 3 воздушных петли, столбик без накида, 2 воздушных петли, повторяем узор из галочек, 2 столбика с накидом, воздушная петля, 2 столбика с накидом, воздушная петля. Между галочек 2 столбика с накидом, воздушная петля. И повторяем галочку. 2 столбика с накидом, воздушная петля, 2 столбика с накидом, 2 воздушных петли и последняя арка в узоре ананас. Так довязываем до конца ряда. Закончили 12 ряд, так же как и предыдущий, поднялись на 4 воздушных петли. Вяжем такую же галочку, как в предыдущем ряду. Первый столбик с накидом, второй столбик с накидом, 2 воздушных петли. На 2 столбика нижнего ряда провязываем по 2 столбика с накидом на каждый. Первый, второй. На второй столбик провязываем первый, второй. 2 воздушных петли, повторяем галочку. Первый столбик с накидом, второй столбик с накидом, 1 воздушная петля, третий столбик с накидом, четвертый столбик с накидом. На узор ананас вяжем просто столбик без накида. 2 воздушных петли, столбик без накида в единственную арочку нижнего ряда. 2 воздушных петли, вяжем галочку. Первый столбик, второй столбик, 1 воздушная петля, третий столбик, четвертый столбик, 2 воздушных петли. На 2 столбика нижнего ряда вяжем 4. 2 столбика в первый столбик нижнего ряда и 2 столбика во второй столбик нижнего ряда. 2 воздушных петли, следующая галочка. Первый столбик, второй столбик, воздушная петля,
третий столбик, четвертый столбик, 2 воздушных петли, столбик без накида на последнюю арку ананаса. Продолжаем так до конца ряда. Закончили 13 ряд, точно так же, как мы заканчивали предыдущие ряды. Поднялась на одну галочку вверх и приготовилась вязать 14 ряд. В центре нового узора, который у нас появляется между галочками, мы провязываем на каждый столбик по 2 столбика с накидом. 2 воздушных петли на первый столбик, 2 столбика с накидом, на второй столбик, 2 столбика с накидом и также на третий столбик 2 столбика с накидом и на четвертый столбик тоже 2 столбика с накидом. Между галочками у нас теперь провязано 8 столбиков с одним накидом. 2 воздушных петли, галочку провязываем без изменений, 2 столбика с накидом, воздушная петля и еще 2 столбика с накидом. Над узором ананас мы вяжем 3 воздушных петли и переходим сразу на вязание следующей галочки. 2 воздушных петли без изменений. Здесь на каждый столбик нижнего ряда по 2. Следующая галочка без изменений. В узоре ананас осталось провязать только 3 воздушных петли. Так довязываем до конца 14 ряд. Закончила вязание 14 ряда и поднялась такой же галочкой на 15 ряд. 2 воздушных петли. На столбике, провязанные в нижнем ряду, провязываем на первый столбик 2 столбика с накидом, на следующие 3 по 1 столбику с накидом, одна воздушная петля и на второй половине повторяем все симметрично. 3 столбика по 1, на последний 2 столбика с накидом. Две воздушных петли, повторяем галочку. Первый столбик, второй столбик, воздушная петля, третий столбик, четвертый столбик. В центральную воздушную петлю провязываю 2 столбика с одним накидом. Провожу крючок прямо сквозь центральную петлю. Провязываю первый столбик. Можно сделать воздушную петельку и провязать еще один столбик. Повторяю галочку. 2 столбика с накидом, воздушная петля и снова 2 столбика с накидом. 2 воздушных петли. Переходим к вязанию узора между 2 галочек. На крайние столбики провязываем по 2 столбика с накидом. В середине арка из 1 воздушной петли. И на последний столбик из 8 тоже 2 столбика с накидом. Так довязываем 15 ряд до конца. Галочку на следующий ряд мы здесь не вяжем. Встречаемся в конце ряда. Заканчиваем вязание 15 ряда следующим образом. Провязываем первый столбик с накидом для первой галочки. С соединительным столбиком переходим на третью воздушную петлю начальной цепочки вторым соединительным столбиком в серединку арки. 1 воздушная петля для подъема. И в первую арку в 16 ряду мы вяжем столбик без накида. 2 воздушных петли. На арку из 2 воздушных петель вяжем столбик с накидом.
Еще 4 столбика мы вяжем на следующие 4 столбика нижнего ряда. Первый, второй, третий, четвертый. Всего у нас на этой стороне оказалось 5 столбиков с накидом. Одна воздушная петля. И в середину этого узора на арку из одной воздушной петли мы вяжем полноценную галочку из 4 столбиков. Первый столбик, второй столбик, одна воздушная петля и еще 2 столбика с накидом. Первый, второй, одна воздушная петля. Один столбик внизу пропускаем. На второй вяжем столбик с накидом. И на следующие до конца этого узора также по одному столбику на каждый столбик нижнего ряда. Пятый столбик провязываем на арку из 2 воздушных петель. 5 столбиков с накидом, галочка и еще 5 столбиков с накидом. 2 воздушных петли. На следующую галочку мы провязываем столбик без накида. 1 воздушная петля и на галочку над узором ананас провязываем вот такую галочку из 4 столбиков, между ними 1 воздушная петелька. 2 столбика, воздушная петля и еще 2 столбика. Одна воздушная петля после галочки и столбик без накида в галочку нижнего ряда. Вот так вот у нас завершился узор ананас. Теперь нам осталось повторить этот узор до конца ряда. Заканчиваем соединительным столбиком с первым столбиком без накида в этом ряду. Заканчиваю 16 ряд соединительным столбиком под верхние полупетли столбика без накида, провязанного первым в этом ряду. Соединительными столбиками смещаемся в центр этого узора за верхние полупетли воздушных петель и столбиков с накидом. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, 10, 11. Всего 11 соединительных столбиков. Теперь, как в начале любого ряда, мы поднимаемся до узора галочки. 3 воздушных петли подъема, 1 воздушная петля для арки, и в эту же арку провязываем еще 2 столбика с накидом. Первый, второй. Столбик с этой стороны галочки мы довяжем, когда провяжем весь ряд до конца. Над первой галочкой нижнего ряда здесь у нас уже идет расширение. Мы вяжем еще 1 воздушную петлю и еще 2 столбика с накидом. То есть на каждую арку при провязывании следующего ряда мы уже свяжем по отдельной полноценной галочке. 2 воздушных петли. Вяжем столбики следующим образом. 1 столбик внизу пропускаем. На 4 столбика по одному. Первый, второй, третий, четвертый. На арку из 2 воздушных петель здесь вяжем 2 столбика с одним накидом. Первый, второй. 2 воздушных петли, столбик без накида на галочку над узором ананас. 2 воздушных петли. На следующую арку из 2 воздушных петель также провязываем 2 столбика с накидом. Первый, второй, на следующие 4 по одному.
Первый, второй, третий, четвертый. 2 воздушных петли. На одиночную галочку провязываем прибавку. 2 столбика с накидом, воздушная петля, 2 столбика с накидом, воздушная петля и еще 2 столбика с накидом. 2 воздушных петли, первый столбик внизу пропускаем, 4 столбика вяжем по одному, 2 столбика с накидом на арку из 2 воздушных петель, 2 воздушных петли, столбик без накида в арку над узором ананас. Так повторяем до конца 17 ряда. В конце ряда поднимаемся новой галочкой, как обычно, на новый ряд. В конце ряда провязываем столбики по узору, не обращая внимания на провязанные соединительные столбики, они спрячутся в узоре. Поднимаемся на следующий ряд обычной галочкой, 4 воздушных петли, 2 столбика с одним накидом. В следующем ряду на этом месте мы провязываем 2 полноценные галочки. Первую мы довяжем, когда дойдем до конца ряда. Я вяжу следующую галочку, 2 столбика с накидом, воздушная петля, 2 столбика с накидом, 2 воздушных петли. Также пропускаем, как и в прошлый раз, один столбик нижнего узора, на второй начинаем вязать столбики с накидом. Первый столбик, второй столбик, третий столбик, четвертый столбик, пятый столбик и 2 столбика на арку из 2 воздушных петель. Первый, второй. Всего получилось 7 столбиков с накидом. В предыдущем ряду у нас было 6, в этом ряду у нас 7 столбиков с накидом. 1 воздушная петля. На следующую арку также провязываем 2 столбика с накидом и 5 по одному на столбике нижнего ряда. Второй, третий, четвертый, пятый. 2 воздушных петли и сюда провязываем 2 галочки. Первая галочка, 1 воздушная петля, вторая галочка, 2 воздушных петли. Вяжем столбики с накидом. 5 столбиков провязываем по одному на каждый нижнего ряда, 2 столбика на арку из 2 воздушных петель, 1 воздушная петля. Так повторяем до конца ряда. Закончили ряд, как обычно, и поднялись новой галочкой на следующий ряд. Узор из галочек у нас продолжает расширяться. В середину вяжем галочку из одиночных столбиков с накидом. Между ними тоже 1 воздушная петля. Эта линия галочек продолжается. Вяжем обычную галочку из 4 столбиков с накидом, между ними 1 воздушная петля. Далее арка из 2 воздушных петель. Этот узор у нас стремится к уголку. Также пропускаем первый столбик. Со второго начинаем вязать столбики с накидом. По одному на каждый столбик нижнего ряда. Четвертый, пятый, шестой. На арку из 1 воздушной петли над ананасом вяжем 1 столбик с накидом. И над следующими столбиками 6 столбиков с 1 накидом. Крайний остается не провязанным.
Вот так мы идем на завершение этого уголочка. 2 воздушных петли. Продолжаем узор из галочек. Полная галочка. Галочка из 2 столбиков с накидом. И еще одна полная галочка из 4 столбиков с накидом. Две воздушных петли, вяжем столбики над уголком. Довязываем так до конца ряда. В следующем ряду у нас продолжает расходиться узор из галочек и сужаться уголок над узором ананас. Над маленькой галочкой из одиночных столбиков мы провязываем полную галочку из 4 столбиков с накидом. Над обычной галочкой обычная галочка. Три полных галочки. Первую мы довяжем в конце этого ряда. 2 воздушных петли. Начинаем провязывать столбики с накидом с 3 столбика нижнего ряда. Всего получилось, что мы провязали только 9 столбиков. 2 воздушных петли, вяжем 3 полных галочки, между ними пока нет воздушных петель. Первая галочка, вторая галочка, третья галочка. 2 воздушных петли, 2 столбика пропустили, вяжем 9 столбиков с накидом. Две воздушных петли, переходим на узор с галочками. Довязываем узор до конца ряда. Я закончила вязание 20 ряда и такой же галочкой поднялась на 21. Вот так у меня уже начал складываться беретик. И я продолжаю уменьшение нашего головного убора. Узор над ананасом мы снова сокращаем так же, как в предыдущем ряду, оставляя свободными 2 столбика в начале и 2 столбика в конце этого уголочка. В узоре между галочек провяжу по одной воздушной петле. Галочка, воздушная петля, вторая галочка, воздушная петля, третья галочка, 2 воздушных петли, 2 первых столбика пропускаем, с 3 вяжем столбики с накидом. Первый, второй, третий, четвертый, пятый. 5 столбиков с накидом. 2 воздушных петли, вяжем узор с галочками. 3 полных галочки, между ними по одной воздушной петле. Третья галочка, после нее 2 воздушных петли. Довязываем так 21 ряд. Я закончила вязание 21 ряда и галочкой поднялась на 22 ряд. В 22 ряду мы вяжем только галочки. Между всеми галочками у нас будут 2 воздушных петли. В узоре над ананасом мы вяжем галочку на центральный столбик. Начиная со следующего ряда у нас узор состоит только из галочек. Разница только в количестве воздушных петель между галочками. Первая галочка, 2 воздушных петли. Вторая галочка, 2 воздушных петли. Третья галочка, 2 воздушных петли. Четвертую галочку вяжем на средний столбик с накидом нижнего ряда над узором ананас. Так продолжаем до конца ряда. Я закончила вязание ряда и точно так же галочкой поднялась на вязание следующего ряда. В следующем ряду вяжу галочки
Точно таким же образом, делая между ними арку только из одной воздушной петли. Первая галочка – 1 воздушная петля. Вторая галочка – 1 воздушная петля. Третья галочка – 1 воздушная петля. Так довязываем до конца ряда. Вот так примерно у меня уже складывается беретик. Я закончила этот ряд и поднялась галочкой на следующий ряд. В следующем ряду вяжу галочки без арок из 1 воздушной петли. Количество рядов, где между галочками нет воздушных петель, можно провязать на свое усмотрение, примеряя свой берет к себе. После уголка над ананасом у меня провязано 3 ряда с галочками. 1 ряд с арками по 2 воздушных петли, 1 ряд с арками по 1 воздушной петле и 1 ряд без арок. Таких рядов с галочками без арок можно провязать на свое усмотрение. Я следующий ряд буду вязать последним корректирующим. Мне нужно сейчас берет еще уменьшить, и поэтому следующий ряд последних галочек у меня будет провязан без арки из 1 воздушной петли, просто по 4 столбика с накидом в каждую арку этого ряда. Поднялась только на 3 воздушных петли на следующий ряд и вяжу еще 2 столбика с накидом в арку нижнего ряда. Теперь 4 столбика с накидом в следующую арку. И так довязываю по 4 столбика с накидом в каждую арочку нижнего ряда, не делая никаких арок между столбиками. Довязываем ряд до конца. Завершающий ряд нашего берета – это ряд из соединительных столбиков с пико в середине каждой ракушки последнего ряда. Сейчас мы находимся на 2 столбике 1 ракушки в ряду. Делаю соединительный столбик на 3 столбик этой ракушки. Вяжу 3 воздушных петли. Захожу обратно в соединительный столбик. И снова под эту же верхнюю полупетлю. Теперь вяжу 4 соединительных столбика до 3 столбика следующей ракушки. 1, 2, 3, 4. 3 воздушных петли. Следующим соединительным столбиком снова возвращаюсь через соединительный столбик и верхние полупетли 3 столбика. Формирую пико. Снова вяжу 4 соединительных столбика. Плотность вязания этого ряда зависит от того, нужно вам уменьшить ширину этого ряда или нет. 3 воздушных петли, возвращаюсь в соединительный столбик и через верхние полупетли столбика нижнего ряда. Сформировала пико. Снова провязываю 4 соединительных столбика. Я вяжу этот ряд поплотнее. Мне нужно уменьшить объем этого берета по голове. Такой ряд соединительных столбиков всегда выручит вас, если у вас получилась шапочка или берет немножко большего размера, чем бы вам хотелось. Встречаемся в конце ряда. Я закончила вязание ряда соединительных столбиков и пико, обрезала ниточку, завожу нить иголкой под 1 соединительный столбик и возвращаюсь в середину последней петли, объединяя цепочку в общий узор. Теперь на изнаночной стороне можно сделать узелок и спрятать на изнаночной стороне ниточку. Сделав несколько вот таких стежков внутри берета, не стягивая узор, ниточку можно обрезать.
Сейчас покажу на манекене два варианта оформления края берета с 4 рядами галочек и с 6. Смотрите, выбирайте, какой вариант вам больше нравится. Думаю, что берет и урок вам понравились. Поэтому встретимся в комментариях. Ажурный магазинчик.